Здравствуйте, дорогие друзья и подруги по вязанию. Сегодня я решила озвучить вот это видео. Оно уже было на моем канале, возможно, вы его уже даже видели. Однако теперь оно будет озвучено моим голосом. Смотрите, слушайте, надеюсь, вам понравится. Привет, друзья! Сегодня я предлагаю вам связать вот такую вот панаму. Она очень теплая, подойдет на позднюю осень, не знаю, как на зиму. Надо будет попробовать. Связана она из вот такой вот пряжи. Она заявлена как пряжа из пуха тибетского яка, но на деле тут тибетского яка всего лишь 40%. Еще 30% это мохер и по 15% акрил и еще какие-то антипилинговые волокна. Какой метраж у этой пряжи, я вам сказать точно не могу, потому что я ее покупала в Китае, а китайцы очень не любят почему-то писать метры на граммы. Не знаю почему. Для вязания я взяла крючок 3,5 мм, и только для обработки края я взяла 2,5 мм. Вот так. Вяжется она очень просто, по кругу. Давайте же свяжем. Итак, начинаем нашу панаму с донышка. Мне нужно получить круг радиусом 17 сантиметров. Чтобы получить такой круг, каждый ряд я прибавляю 6 столбиков. Делаю кольцо амигуруми. Первый ряд 6 столбиков. Провязываю в это кольцо. И вот я довязала этот ряд. Теперь затягиваю кольцо, тяну хорошо ниточку. Сразу можно сильно прям не затягивать. Все равно потом, когда будем прятать концы, еще раз все проверим. И нужно будет хорошо затянуть, чтобы не было дырочки. Ну, можно и оставить дырочку, будет вентиляция. Дальше я не смыкаю ряд, а просто начинаю вязать второй. Это уже будет 12 столбиков. Идет одна прибавка сразу. Одна прибавка это значит в одну петлю предыдущего ряда я вяжу 2 столбика. И в следующую петлю это уже 1 столбик. Получается 2 столбика в одну петлю, потом 1, 2, 1, 2, 1. Вот такой ритм прибавок. Довязываю этот ряд, пересчитываю, сколько я связала столбиков, потому что я могу потерять один столбик, могу и лишний связать. И тогда у меня все нарушится. Вы тоже пересчитываете, убедитесь, что у вас 12 столбиков. И я вот беру, вешаю маркер на начало или конца ряда, чтобы не запутаться. И начинаю третий ряд. В нем 18 столбиков. Ритм 1 прибавка, 2 столбика. У меня есть тетрадка с записями. Вот я отмечаю, что я уже провязала третий ряд и вяжу четвертый ряд, в котором 24 столбика.
И ритм прибавок здесь одна прибавка и 3 столбика. Еще раз повторяю, одна прибавка это значит 2 столбика в одну петлю предыдущего ряда, а потом по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда. Вот я довязываю до конца. Начинаю 5-й ряд. Он состоит из 30 столбиков. Ритм прибавки одна прибавка, 4 столбика между ними. И 5-й ряд готов. Видите, у нас такой быстрый, краткий мастер-класс. Если вам нужно, можете каждую часть повторять, начинать сначала, останавливаться. В общем, все в вашей власти. Вот я по ходу прописываю, сколько чего у меня будет. 6-й ряд. 36 столбиков. Я, как всегда, ряд начинаю сразу с прибавки. Вяжу в одну петлю 2 столбика. И, значит, ритм тут одна прибавка, и между ними 5 столбиков. Здесь я решила поменять местоположение маркера и вешать его в начале. Я решила, что мне так удобнее. Начинаю 7-й ряд. Он состоит из 42 столбиков. Ритм прибавок здесь одна прибавка, и между ними, между прибавками, 6 столбиков. Ставлю галку, не забываю, чтобы потом не запутаться. Такие записи нужно вести. Лучше всего их действительно вести, потому что будете мало ли что. Кажется, легкотня. Я все помню, все запомню. А потом отвлеклись, куда-то убежали, побежали. 9-й ряд. 54 столбика. Одна прибавка и 8 столбиков. Здесь хочу вам сдать такой лайфхак. На самом деле очень просто держать в уме, сколько прибавок нужно сделать в каком ряду. Смотрите, вот, например, у вас 9-й ряд. В нем нужно сделать одну прибавку, и между ними будет 8 столбиков. 8 плюс 1 получается 9. Вот 9-й ряд. 9-й ряд мы довязали. 10-й ряд состоит из 60 столбиков. Одна прибавка и 9 столбиков между ними. Ну, понятно, что это правило, что одна прибавка плюс 9 столбиков получается 10, что это 10-й ряд, работает для круга. А в других формах там другие законы. И вот 11-й ряд, 66 столбиков. Одна прибавка и 10 столбиков между ними. Почему также важно ставить маркер? Вот 11 столбик довязали. 12 ряд. 72 столбика. Одна прибавка и 11 столбиков между ними. Почему важно ставить маркер? Потому что здесь я вяжу по принципу улитки. Я не смыкаю ряды. И если вы захотите найти начало ряда, 13 ряд вяжем, 78 столбиков, одна прибавка и 12 столбиков между ними. Если вы захотите найти начало ряда
в таком способе вязания, то вы его просто не найдете. Ваша единственная подсказка – это маркер. 14 ряд. 84 столбика, 1 прибавка и между ними 13 столбиков. Ну и будьте внимательны, не забывайте провязывать, не забывайте ставить маркер. 15 ряд. 90 столбиков, 1 прибавка и между ними 14 столбиков. Шестнадцатый ряд. 96 столбиков, 1 прибавка, 15 столбиков. Я не помню, прописывала ли я в прошлом видео в описании, текстовое описание, в общем. И вот донышко у нас готово. Вот такой круг, диаметр 17 сантиметров у меня получился. Далее, чтобы сгладить переход, я провязываю один ряд за заднюю стенку петли. Думаю, тут понятно, чем вот та часть петли, которая находится дальше от вас, вот она и есть дальняя или задняя стенка петли. И чтобы сгладить переход, замкнуть красиво этот круг, я вкалываю столбик в предыдущий ряд и провязываю. И дальше я вяжу тулью 6 сантиметров просто столбиками по кругу. Это примерно расстояние от верха до ушей. Вы по ходу вязания вот, провяжете 6 сантиметров, или сколько, если вы там вяжете на ребенка, то меньше, конечно. Я вот провязала 7 сантиметров в итоге. И у меня еще остался 1 сантиметр до ушей, просто чтобы не ложилось на уши. И приступаю к полям. Значит, один ряд я вяжу за переднюю часть петли. Это помогает панаме сформировать, принять правильную форму. Вот я довязываю. И тоже тут надо как-то сгладить переход. Размер полей я себе придумала 6-7 сантиметров. Прибавки 6 петель, каждые 2 ряда через 2 ряда. А всего будет 11 рядов. Первый ряд 102 столбика. Должно получиться в итоге ритм 1 прибавка 16 столбиков. Ряды я точно так же вяжу, не замыкая, по принципу улитки. Тоже у меня все расписано, надо ставить галочки. Я говорила, что я не помню, прописывала я внизу в описании просто текстовое описание видео или нет. Вот видите, уже благодаря тому, что мы тот ряд провязали за переднюю стенку петли, уже красиво формируются поля. Второй ряд
108 столбиков, 1 прибавка и 17 столбиков между ними. Довязали, маркер переставили. Дальше вяжем просто 3 и 4 ряды без прибавок. Можно на что-то отвлечься, куда-то смотреть, в сериал, допустим. Главное не забыть после 3-го ряда переставить маркер. Вот я их довязала, поставила галочки. И берем дальше. 3 и 4 ряды готовы. 5-й ряд 114 столбиков, 1 прибавка и 18 столбиков между ними. Теперь 6-й ряд 120 столбиков, 1 прибавка и 19 столбиков между прибавками. Шестой ряд 120 столбиков, 1 прибавка и 19 столбиков между ними. Почему я не смыкаю ряды? Делаю я это по той причине, чтобы не было видно шва. 7 и 8 ряды без прибавок. Чтобы не было видно шва. Вот если вы уже знаток вязания, вы знаете, что если смыкать ряды, вот это смыкание хорошо потом видно в изделии. Да, есть свои хитрости, конечно, конечно. Но зачем они нужны, когда можно обойтись без этого? Девятый ряд 126 столбиков, 1 прибавка и 20 столбиков между ними. И 9-й ряд закончен. Смотрим. Десятый ряд 132 столбика, 1 прибавка и 21 столбик между ними. Одиннадцатый ряд, он же последний ряд, без прибавок. Вот, наконец-то снимаем маркер. И теперь это все замечательно, но нужно как-то лаконично закончить нашу панаму. Проверяем, тот ли размер, вот 6 сантиметров. То ли мы хотели связать, то. Теперь, чтобы изделие смотрелось завершенным, я вяжу столбики без накида в предыдущий ряд.
предыдущий, но я бы все-таки сказала в предпредыдущий. То есть не в петли предыдущего ряда, а вкалываю крючок в ряд перед последним. Ну, на видео это все хорошо видно. И тут нам тоже за счет того, что мы вяжем по принципу улитки, нужно сгладить переход. Все-таки сомкнуть ряд. Для этого я вкалываю крючок между первым и последним. Между первым и последним столбиками провязываю, и теперь нужно спрятать концы. Нужно все-таки красиво еще, недостаточно было просто провязать, а красиво еще завершить вот этот переход, тоже сделать косичку такую вот. Вот такая косичка получается. И теперь вот все очень аккуратненько. И теперь можно этой же иглой, можно иглой с острым концом все продеть, протянуть кончики, которые остались торчать, все между волокнами, вот, вовнутрь их все попрятать. С изнаночной, конечно же, стороны. Прячем. Желательно продевать в одну и в обратную сторону. Обрезаем все лишнее. И теперь смотрим, что получилось. Еще немножко, конечно же, не то. Поля загибаются. Но это все сейчас мы исправим с помощью влажно-тепловой обработки. Я для этого беру утюжок с хорошим паром. Ставим его на шерсть греться и поддаем парку. И поля и тулью проглаживаем. У кого нет шерсть, просто выберите единичку или там точечка одна будет. Не должно быть на всю. Вот так вот прогладила я. И как видите, поля уже приняли нормальную форму. Дальше я уже утюгом не полезла, а подходящего манекена у меня не оказалось. И я просто отпаривателем, если у вас есть... Моя бабушка сушила на 3-литровой банке все шапки, они прекрасно сушились. Вот если у вас есть 3-литровая банка, можете аккуратненько на ней пропарить. Дальше я взяла обычный браш для волос, он такой жесткий, и решила вычесать. Значит, я хотела, чтобы не слишком эта текстура вязаного изделия бросалась в глаза, чтобы панама была пушистая, начесанная, теплая. Но она действительно будет так теплее, если ее начесать хорошо. Действительно будет теплее, мягче и приятнее. Если не хотите, не начесывайте. Это абсолютно неважно, на ваше усмотрение, как вы хотите. Тут уже полет вашей фантазии. Я начесывала долго. Очень долго не хотела она начесываться, потому что еще провязана крючком, плотно сбились эти волокна. Ну, ничего страшного. Немного пряжи, конечно, вот остается на браше. Ну, не волнуйтесь. Лысая,
она не лысая, она не останется. Вы не сможете вычесать вот прям все. И если вам понравилось видео, понравился этот быстрый мастер-класс, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Впереди будет еще много интересных и полезных видео. Пока!